Привет, друзья! В сегодняшнем видео хочу показать, как можно оформлять текст в Инстаграме движущимися буквами. Дело в том, что Инстаграм недавно добавил новую фишку, и теперь можно текст делать динамическим. И покажу еще второй способ, как можно писать текст интересными смешными буквами в Instagram Stories. И также напомню, что на моем канале уже есть видео про то, как брать интересные шрифты на сторонних ресурсах, но в этом видео мы посмотрим, как оформлять посредством самого Инстаграма. Итак, приступим. Итак, мы заходим в Instagram Stories и идем в инструмент текст. Возможно, вы видели такой прием, когда каждая буква оформляется отдельно. Вот мы напечатали букву. Можем, кстати, выбрать ее начертание. Но в моем примере я беру самый первый вариант шрифта и оформляю его на подложке. Причем цвет этой подложки мы можем менять из палитры. Вот если мы второй раз нажмем, то подложка меняет свой цвет. Тут не забывайте, что палитра гораздо больше, чем просто первые эти цвета. И также можно брать пипетку и, вводя пипеткой, выбирать цвет из самой фотографии. Но это и в том случае, если у вас фотография, а не однотонный фон. Ну, давайте выберем подложку яркую какую-нибудь. А теперь о новой фишке, которую добавил Инстаграм. Если мы нажмем на второй квадратик, то теперь видим, что буква у нас будет появляться динамическим образом. И так можно применять к каждой букве. Причем для каждого шрифта это появление, оно выглядит по-другому. Тут можно экспериментировать. То есть вы печатаете какое-то слово, применяете вот эту клавишу и видите, что все буквы появляются по-разному. В моем случае я выбрала самый первый вариант. Ну и теперь вы уже поняли концепцию. Просто каждую букву оформляем другим цветом. И напишу слово другим шрифтом. Выберу тоже для него подложку. Выберем для него шрифт. Вот давайте посмотрим, как, вот, например, эффект печатной машинки. Здесь такой эффект появления. Тоже интересно. Но я выбрала вот такой, и выберем ему какой-то более яркий цвет. Ну вот, это то, что касается новых фишек, которые добавил Инстаграм. А теперь посмотрим еще один способ. И второй способ заключается в том, что мы будем использовать не вкладочку «Текст», а вкладку «Гифки». И в гифках мы можем выбирать по одной букве. Небольшая проблема заключается в том, что английский шрифт здесь представлен для каждой буквы, большой выбор есть. А что касается русского шрифта, здесь выбор ограничен. Ну, давайте попробуем написать слово «Привет», каждую букву отдельно. Если мы введем, например, русскую букву «П», наберем русскую букву «П», видите, Инстаграм нам переводит, нам показывает английскую букву «П», которая похожа на нашу «Р». Значит, нам нужно прибегнуть к хитрости. Набираем здесь в поиске слово «буква». Это ключевое слово. И здесь видим русский алфавит. Выбираем букву «П» отсюда. Вот такая она. Выбор для кириллических букв небольшой, но вот то, что имеем. И следующая буква «Р». Вот тут мы как раз можем выбрать английскую букву. Переходим. Выбираем английский шрифт, буква «П» английская, наша «Р». И смотрим, смотрите, какой здесь огромный выбор написания этой буквы. Вот какую хотите. Давайте вот такую с цветочками. Ну и принцип, я думаю, вы поняли.
Буква И. Снова ее нету в английском алфавите. Набираем слово буква. Ищем букву И. Вот она. Буква В в английском алфавите это буква B. Смотрим, здесь огромнейший выбор букв. Выбираем какую-нибудь. Дальше буква Е. Возьмем тоже из английского алфавита. Возьму, смотрите, такие вот интересные буквы. И букву Т можем тоже взять из английского алфавита. Вот таким образом мы можем применять этот способ для таких смешных надписей. Ну что ж, на этом я видео буду свое заканчивать. Если было интересно и полезно, буду рада вашим лайкам и комментариям, а также приглашаю подписаться на мой канал.